Бразилия — это не только карнавал и футбол. Это страна, где реальность пестрит контрастами, где роскошь соседствует с бедностью, а доброжелательность людей контрастирует с социальной нестабильностью. Сегодня ты узнаешь, какой Бразилия бывает на самом деле, без прикрас и открыток. От уличных танцев до серьезных проблем, от искренней теплоты до экономической неустойчивости. Все это здесь. Погнали! Многие ассоциируют Бразилию исключительно с фавелами. Да, эти районы действительно существуют и представляют собой особый мир со своими законами, атмосферой и ритмом жизни. Но это лишь малая часть страны. Бразилия — пятая по величине страна мира, и каждый ее регион как отдельная планета. На севере — влажные леса Амазонки, где некоторые деревни до сих пор живут без электричества и медицинской помощи. Там люди питаются тем, что собирают в джунглях и используют знания предков для лечения травами. В центре — урбанистическая Бразилия, столица с уникальной архитектурой, где каждый район и улица были спроектированы заранее. Южные штаты напоминают Европу. Здесь можно услышать немецкую речь, увидеть альпийские домики и поесть сосиски с капустой. Сальвадор — центр афро-бразильской культуры, где праздники, религия, африканские барабаны и танцы являются частью повседневности. Ресифи и Натал славятся своими пляжами, уличной музыкой и танцами на песке. Здесь пересекаются сотни субкультур, социальных слоев и укладов жизни. Один день в Сан-Паулу, мегаполисе небоскребов, пробок и бизнеса, и другой в крошечной рыбацкой деревушке, где люди до сих пор пекут хлеб в дровяных печах и живут по солнцу. Как два разных мира. Бразилия — это не одна история, это тысячи историй, живущих рядом. Английский язык здесь почти не распространен. Даже в туристических местах ты столкнешься с трудностями, если не знаешь португальского. Бразильский португальский — это не просто средство общения, это целый пласт культуры. Его ритмика, мелодика, выражения и акценты сильно отличаются от европейского португальского. Здесь даже простое «привет» может прозвучать как музыка. «Oi, tudo bem?» И в этом есть особая доброжелательность. Этот язык вобрал в себя элементы африканских наречий, индейских слов и жаргона бедных кварталов. Он живой и постоянно развивается. Радио, телевидение, YouTube-блогеры, уличные артисты — все добавляют что-то свое. Без знания языка ты не поймешь тонкостей, юмора, двусмысленных фраз, а главное — не сможешь почувствовать настоящую душу страны. История Бразилии начинается с ошибки. Португальский мореплаватель Педру Альвариш Кабрал искал Индию, а нашел Южную Америку. Эта случайная находка изменила ход истории. В течение следующих веков Бразилия превратилась в крупнейшую португальскую колонию. Миллионы африканцев были насильно перевезены на эту землю для работы на сахарных и кофейных плантациях. Влияние африканской культуры здесь огромно, от кулинарии до музыки и религии. В 1822 Бразилия провозгласила независимость, но еще долго сохраняла монархию, став единственным королевством в Южной Америке. Республикой она стала лишь в 1889. Но даже сегодня следы колониального прошлого живут в архитектуре, образе мышления, социальном устройстве. Это история о борьбе за свободу, о культурной гибридизации и о непрекращающемся поиске национальной идентичности.
Бразилия – это генетический котел, где перемешались десятки этнических и культурных групп. Потомки африканцев, португальцев, коренных народов, итальянцев, немцев, японцев, ливанцев и сирийцев создали уникальную нацию. Здесь, в одном квартале, ты можешь увидеть католическую церковь, буддийский храм и центр афро-бразильской религии кандомбле. Эта смесь породила богатую кухню – фейжоада, акараже, мукека, пау де кейжо и десятки других блюд. Результат многовекового обмена культур. Однако, это разнообразие не избавило страну от предрассудков. Цвет кожи до сих пор играет роль в социальной мобильности. Несмотря на то, что многие семьи гордятся своим смешанным происхождением, расизм и дискриминация в обществе остаются проблемой. Бразильцы – одни из самых теплых и эмоциональных людей на планете. Их дружелюбие проявляется буквально во всем. В транспорте, в магазинах, на улице. Тебе могут улыбнуться, заговорить, спросить, не нужна ли помощь. Они любят рассказывать истории, делиться воспоминаниями, обсуждать музыку, футбол, политику. Их эмоции открыты, жесты выразительны. Даже деловое общение здесь начинается с легкой болтовни о погоде или семье. Семья для бразильца святое, она всегда на первом месте. Бабушки, дяди, кузены – все играют важную роль. Даже взрослые люди часто живут с родителями до 30 лет и не видят в этом ничего необычного. Футбол здесь – это не просто национальный спорт, это религия. Бразильцы живут турнирами, обсуждают каждую игру, каждый гол, каждый трансфер. Национальная сборная – символ гордости, и каждый чемпионат мира воспринимается как личное испытание. Поражение может стать трагедией, победа – национальным праздником. В каждом дворе, на каждой площадке, на любом пляже играют в мяч. Мальчики мечтают стать новыми Неймарами, девочки все чаще идут по их стопам. В последние годы развивается и женский футбол. Это не просто спорт, это способ вырваться из бедности, изменить свою жизнь, прославиться. Здесь растет футбольное поколение, которое живет мечтой, и часто этой мечте помогают осуществиться. Иностранцы, особенно из Европы и Северной Америки, открывают Бразилию для себя как место, где можно жить на высоком уровне за относительно небольшие деньги. Средняя зарплата в Европе позволяет арендовать в Бразилии дом у моря, нанять помощников, питаться органическими продуктами. Особенно это актуально для цифровых кочевников, пенсионеров и удаленных сотрудников. Помимо этого, климат и природа делают страну идеальным местом для перезагрузки, но при этом важно помнить, ты остаешься иностранцем. Уважение к местным обычаям, умение адаптироваться, знание языка – вот что помогает интегрироваться и быть принятым. Бразильцы очень внимательны к личной гигиене. 2-3 душа в день, использование парфюма, свежая одежда – это не роскошь, а норма. Приглашение на обед или ужин часто сопровождается барбекю – шураско. При этом гость не обязан приносить подарок, но обязан вести себя дружелюбно и непринужденно. Местные не любят формальности и официальности. Отказ не говорят напрямую, часто это мягкое «давай позже» или «нужно подумать». Это может сбить с толку, особенно тех, кто привык к четкости. Важно считывать настроение и язык тела. Также здесь не принято критиковать людей открыто. Мягкость важнее прямоты.
Жизнь в Бразилии проходит под музыку. Музыка звучит везде, на улицах, в магазинах, в автобусах. Люди поют, танцуют, устраивают вечеринки по поводу и без. Карнавал — вершина этой энергии. Это не просто праздник, а кульминация национального духа. Подготовка к нему идет круглый год. Шьются костюмы, ставятся танцы, репетируются оркестры. Во время карнавала улицы превращаются в театры под открытым небом. Но и вне этого события бразильцы живут в ритме самбы, фанк-кариоке, форо и босса-новы. Это помогает им справляться со стрессом, усталостью, рутиной. Музыка как способ выживания и восстановления. Но нельзя забывать и о теневой стороне Бразилии. Преступность, особенно в крупных городах, остается одной из главных проблем. Грабежи, уличные кражи, нападения – это часть повседневности. Особенно страдают туристы и бедные районы. Здравоохранение и образование тоже далеки от идеала. Государственные школы и клиники перегружены, а частные недоступны большинству. Налоговая система сложная и часто несправедливая. Коррупция подрывает доверие к власти, и многие бразильцы чувствуют себя брошенными. Они продолжают бороться, надеяться, но часто с отчаянием смотрят в завтрашний день. И все же, даже в этих условиях они умеют радоваться, любить и мечтать. Бразилия – страна контрастов, теплая и жестокая, светлая и теневая. Здесь можно встретить невероятных людей, открыть для себя новое и одновременно испытать культурный шок. Это страна, где живут сердцем, где даже в бедности есть достоинство, а в хаосе – энергия жизни. И если ты открыт, гибок и готов принять жизнь во всех ее красках, Бразилия тебе подойдет. На этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Поддержи видео лайком, если тебе было интересно. Напиши в комментариях, смог бы ты жить в такой Бразилии. И обязательно подпишись. Впереди еще больше историй со всего мира. До скорой встречи и увидимся в следующем видео.